Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I... Ну что, друзья, у нас начинается новый этап нашей жизни. Это ремонт в ванной комнате. Это не просто ремонт. Мы построили заново это помещение. Как мы строили, можно посмотреть в видео ниже. Я оставлю ссылочку. Ну а сейчас уже подготовительные работы закончены. Стены проштукатурены, покрашены белой краской. И сейчас будем красить их в основной цвет. Мне захотелось, чтобы ванная была зеленая, зелено-коричневая, такая зелень с деревом вперемешку. Вообще все, что у нас сейчас происходит, это чистой воды эксперимент. Я экспериментирую, пока нет основного дома, чтобы в дальнейшем уже не совершать каких-то ошибок. Поэтому красим, мажем, все экспериментально. Пока это помещение еще отсечено от жилой части нашего дома, поэтому я работаю в куртке. Здесь достаточно холодно, на улице еще зима, холодно, и приходится работать вот в таких некомфортных условиях. Краска оказалась неукрывистой, поэтому второго слоя не избежать. А дальше нам предстояли долгие нудные поездки в строймагазины, выбор сантехники, материалов, мебели для ванной. Я, честно сказать, даже и не помню, сколько раз нам приходилось возвращаться в одни и те же магазины, чтобы вымерить, замерить, заново все посмотреть, заново выбрать. Особенно был очень тяжелый выбор раковины и тумбы под раковину. Когда уже все было куплено и нам оставалось купить только тумбу под раковину, мы в магазине провели 4 часа. 4 часа мы ходили в отделе сантехники, что-то мерили, прикидывали, ругались с мужем. Мне все не нравилось, а то, что мне нравилось, не подходило по размерам. В общем, долго мы решались, но наконец-то выбрали. И с большим облегчением поехали делать ремонт дальше. Следующим этапом у нас был потолок. На потолок у нас пошли пластиковые панели с фактурой дерева.
Когда на улице потеплело, пришло время соединять две части нашего дома, жилую и новопостроенную. Раньше, чтобы нам проводить какие-то ремонтные работы в новопостроенной части, приходилось пролезать через оконный проем. Ну вот, чтобы сейчас было гораздо удобнее делать ремонт и уже как-то обустраивать, обживать новую часть. Вот муж начал долбить стену, делать проем. Буквально за день нам удалось выдолбить проем. Работа, конечно, очень грязная, много мусора, пыли. Потом еще несколько недель я по несколько раз в день вытирала все поверхности, мыла полы, все тщательно вымывала, потому что эта бетонная пыль очень сильно летает, осаживается и въедается. Работы предстояло еще очень много. Следующим этапом была распайка труб воды и отопления, проведение электричества, сделали свет. Веня у нас всегда участвует в процессе. А так выглядит теперь наша многострадальная душевая кабина, которой пришлось претерпеть очень много переездов. И ее стеклянные стенки не выдержали и буквально рассыпались в руках. Вот реально рассыпались. Муж стал их перетаскивать, и они просто в руках у него разлетелись. Не знаю, что будем делать дальше, но ей, конечно, очень-очень не повезло. Так, ну что, ремонт нашей ванной комнаты подходит уже к своему логическому завершению. Давайте я вам покажу, что уже сделано, что осталось делать. В общем, начнем с потолка. На потолке осталось приклеить плинтуса. Вот здесь уже приклеен. Здесь тоже был приклеен, но что-то пошло не так и пришлось отодрать. В общем, они уже покрашены, лежат готовые, нарезанные. Осталось их только приклеить. Очень мне нравятся вот эти вот фонарики. Покупала я их 3 штуки, но 2 оказалось достаточно. Поэтому 3-й теперь просто так лежит без дела. Про запас. Ну и с потолком, собственно, будет покончено. Так, что еще про потолок? На потолке это просто обычные пластиковые панели с фактурой дерева. Хочу вам показать свою ошибку, свой косяк. В общем, купили черный полотенчик. Очень я хотела черный. Но трубы, естественно, были белые, обычные пластиковые трубы. И решила я их покрасить в цвет батареи. Купила специальную черную матовую краску, специальный грунт для пластика, все для пластика. Причем на банке с грунтом было написано, что грунт настолько едкий, что он въедается в пластик и краска ложится намертво. Но оказалось, что казалось. В общем, на 2-й день после покраски, все, это трубы уже были спаяны, их никто не трогал. Просто на 2-й день краска начала отслаиваться сама по себе. Причем вместе с грунтом. Прям до самого пластика. Ну что делать? Трубы обратно уже отпиливать не будешь. Уже тут все спаяно. Пришлось просто подкрасить. Вот такой косяк. Не знаю, чем это закрыть. Но, в принципе, тут, наверное, будет висеть полотенце. И так особо видно не будет. В общем, я не знаю, еще над этим моментом подумаю, но посмотрим. Так, дальше, по сантехнике. Так, по сантехнике.
У нас остается старая душевая кабина, стиралка. Это все надо отмывать, потому что это шел ремонт, все летело. Стены долбились, это все летело на кабину, на машинку. И у меня тут еще мойки, конечно, предстоит глобально. Ну и на самой машинке тоже уже есть жизненные коцки. Этой машинке лет 15, наверное, нам еще ее подарили, когда мы с мужем только-только начали жить вместе. Но работает она без нареканий, работает она отлично, поэтому пока не будет дома, я, наверное, ее менять не буду. А вот с душевой кабиной, конечно, мы еще подумаем, потому что пока мы ее перетаскивали с одной комнаты в другую, пока сюда перетащили, у нее разлетелись задние стенки. У нее оторвалась вот здесь вот эта крышка. В общем, с этим надо что-то придумать. Не знаю что, но пока я говорю, мы дом не достроим, наверное, ванну менять не будем. Вот. Унитаз, в принципе, тоже старый, но он пока вполне устраивает. Повесили электрокотел. Это у нас здесь будет отопление. Не знаю тоже пока, как это закрыть. Я бы это как-то закрыла каким-то коробом, но тоже подумаю. Вот. И самое главное, вот здесь у нас остался пустой угол. Сюда будет новая мойка. Стены еще надо будет подкрасить, потому что вот тоже пока там с лестницей туда-обратно на потолок все это шуркалось, все это пачкалось. Полы, естественно, надо будет помыть все это. Ну и плинтуса на пол. Да, тут еще здесь есть, а здесь надо будет еще кинуть плинтуса. Вот, ну и осталось немного. Собственно, главная задача это нам разобраться уже с раковиной, с тумбой и все. Примеряем пока столешницу, потому что она у нас пока еще не в размер. Она широкая и длинная. Ее нужно будет отпиливать. Вот сейчас смотрим, насколько по ширине и по длине нужно будет ее уменьшить. Ну что, можно сказать, уже официальный ремонт нашей ванны закончен. Все установлено, все спаяно, все подключено. Все, теперь осталось это дело только перемыть и обустроить. Это, наверное, самая приятная часть. Всякие
стаканчики, мыльницы, все это я заказала отдельно, это будет отдельным видео. Ну а сейчас хочу показать нашу мойку, потому что еще ее не было в процессе. Захотела я очень квадратную раковину, не знаю, как она будет в использовании, удобно или нет, но проверим. Очень мне захотелось именно квадратную. Все подключили, все работает, вода идет. Теперь это дело надо все отмывать. Так, покажу нашу тумбу. Такой ящик, он сам задвигается. Тумба подвесная. И боялись, что столешница же это отдельная. Мы покупали, она кухонная. И она оказалась очень тяжелой и очень массивной. И достаточно широкой. А у самой тумбы петли достаточно такие хлипкие. Боялись, что вся эта конструкция не выдержит. Но ничего, там муж что-то там подукрепил. И все нормально встало, и даже цвет мне вообще эта столешница понравилась своей фактурой, своим цветом. И идеально, мне кажется, вписалась. Вот, что еще? Показать вам вот эти полки, мы их тоже сделали сами. И столешница от этой тумбы. Мы ее когда купили, была в комплекте, тоже под накладную раковину. Ну и получилось так, что она нам не пригодилась. Ну и чтобы вот здесь вот не было дыры и были какие-то тоже места хранения, мы решили из этой столешницы напилить полки. Ну, в общем, все так достаточно симпатично получилось.